Всем привет, с вами Игорь. Продолжаем строить наш тепловой насос постепенно. Кто, может, первый раз смотрит мои видео, сейчас вот это видео, то у меня там на канале есть целый плейлист про тепловой насос, мой самодельный, там как его сделать, собрать, все подробно я об этом рассказываю. Ну и сейчас продолжаю. В этом видео я хочу рассмотреть такой самый популярный вопрос, который мне задают там под видео моими, именно про тепловой насос. Какой компрессор выбрать? Мы поговорим о компрессорах. Я об этом немного говорил, там, по-моему, в первой части самое дешевое отопление про компрессора. Поговорим еще и сегодня. Но сначала хочу рассказать, как я пережил вот эту вот самую холодную неделю за всю зиму. Я вообще такой холодной зимы уже давно не помню, чтобы была уже много лет такой холодной зимы не было. И вот эта вот неделя практически вся держалась минус 15-20 и даже больше, и до 30 даже мороза. Такие морозы были довольно экстремальные. И снега валило, там практически каждый день он сыпал. Как я пережил? Нормально. Тепловой насос я подкрутил на большую температуру конденсации, чтобы он больше работал. То есть вернул я его на 35 градусов опять конденсации. Что я тогда немного уменьшил температуру, когда добавил радиаторов. Понятно, да, чем больше мы добавляем радиаторов, больше площадь теплоотдачи позволяет нам уменьшать температуру в системе отопления. Это для того, чтобы увеличить коэффициент эффективности, КОП, наш любимый, и меньше платить за электроэнергию. То есть производство тепла то же самое, но затраты электроэнергии на перекачку этого тепла уменьшаются при уменьшении температуры конденсации или температуры в системе отопления. Это в принципе одно и то же самое. И он у меня работал на плюс 35 практически всегда. Больше он, соответственно, работал. По электроэнергии, сколько он там напалил, это в конце месяца покажу. Больше, чем за все остальные месяца там другие. Он съел электроэнергии. Да, и там уже, конечно, такие морозы, уже не так важен этот КОП. Главное, чтобы в доме было тепло, и главное, чтобы он справлялся. Там, больше немного ест он электроэнергии, на это уже можно махнуть рукой на какую-то неделю-две. А потом я всегда могу, потеплеет, уже обещают потепление, завтра, послезавтра, то можно опять перенастроить его на меньшую температуру. Там просто терморегулятор выставил на меньшую температуру, выключение, и все. Это несложно. Так и пережил. Вроде нормально, ничего там не замерзло. Только единственное, что следил, чтобы вода в водяном контуре, переливная скважина, у меня веранда холодная, чтобы вода не замерзла. Может прихватиться в насосе там в период простоя или где-то в испарителе. Но это такое. Итак, компрессора наши. Я уже говорил что в основном самодельщики используют ротационные компрессора и спиральные. Спиральный он идет специальный для теплового насоса. Ротационные обычные кондиционерные компрессора, они самые дешевые. У меня, например, обычный кондиционерный компрессор. Там я купил, по-моему, $100. Даже меньше, чем $100 он стоил. Девятка. И такие там есть еще, конечно, другие типы компрессоров, но они мало используются. Я о них даже говорить не хочу, потому что я не видел, чтобы кто-то такие использовал в своих тепловых насосах. Разве он там валяется, дома есть, то можно поставить там поршневые и так далее и тому подобное. В основном эти два типа компрессоров используют самодельщики. Это обычный кондиционерный компрессор, там инверторный или не инверторный, и спиральный компрессор специальный. В чем же разница? Меня тоже этот вопрос
часто наиболее задаваемый, да, какой мне выбрать компрессор для моего дома, и дают там площадь дома. Ну как я могу знать, какой вам выбрать компрессор? Я не знаю, там даже если площадь там учесть, то, ну, я не знаю, какая утепленность дома, там, какие у нее теплопотери, как я могу вот так вот сказать. Это вам надо на месте уже оценивать ситуацию. Вот. Меня правильно спросить было бы правильней: дай нам там информацию по компрессорам, там, что ты знаешь по спиральникам там, или кондиционерным, а мы уже сами выберем себе. Тем более, что посчитать тоже несложно, если хорошо утепленный дом, например, у меня 60 квадратов, ну около, там почти, и мне хватает девятки, то на 100-120 квадратов, ну в 2 раза надо, соответственно, мощнее компрессор. Это несложно, в принципе, просчитать. А ну тоже, я же говорю, что надо учитывать и утепленность дома. Если он у вас не утепленный, то лучше вообще забудьте про тепловые насосы там или какие-то альтернативы. А сначала утеплите дом, вложите в него деньги, а потом уже начнете думать про тепловой насос. Так будет правильней, целесообразней и эффективней. Вот, именно надо с утепления начинать, вот эту вот всю альтернативу и экономию нашу. Итак, ну вот спиральные, да, сначала. У спиральных много преимуществ перед обычным ротационным кондиционерным компрессором, но вот эти вот все преимущества, на мой взгляд, вот сводит на нет его цена. Вот цена у нее там просто заоблачная, я не знаю, что она такая дорогая, они такие дорогие. Это в 3 раза примерно, если взять на ту же самую мощность, компрессор будет дороже за обычный кондиционерный. Примерно в 3 раза. Вот. Это, я считаю, самый главный его недостаток. Плюсы спиральников, там, ну, вот плюс, например, для меня самый главный плюс, это то, что у него больше коэффициент эффективности. То есть, ну, процентов на 20 примерно больше. Что это значит? Это значит, что при тех же затратах электроэнергии, можно так сказать, при тех же затратах электроэнергии, мощности, да, он на себя возьмет, он сделает больше работы, примерно на 20%, то есть сожмет больше газа, выдаст больше тепла. Или можно наоборот сказать, при той же самой работе выполненной он съест на 20-25% меньше электроэнергии у вас. То есть из-за этого у него примерно коэффициент эффективности, вот этот КОП наш любимый, примерно на 20% будет больше, чем у обычного ротационного компрессора. Вот это вот самый такой главный плюс. Плюс еще там есть плюсики такие поменьше. Это хорошая защита от попадания жидкого фреона. У него там насосная часть стоит в голове сверху. Вот, то есть масло жидкое или жидкий фреон, он просто туда не долетит. Он по пути испарится там или в моторе, проходя через горячий мотор там или еще где-то. Плюс еще есть там защита, расходятся эти спирали и получается как бы холостой ход. То есть компрессор работает, двигатель, но его не качает. Это тоже защита. Он не качает, он не производит никакую работу. Плавность работы у него лучше, меньше вибраций, там, ну, такие вот мелкие преимущества у него довольно много, он лучше продуманный. Вот, вообще, что это интересная технология, что я про нее читал, что вот эти вот 2 спирали, которые сжимают, да, ну они так движут, одна двигается, одна другая стоит, или они обе двигаются вот так вот, сжимают, да. Она еще была придумана лет 100 назад, вот эта вот технология, но ее до сих пор не могли внедрить, реализовать из-за недостаточной технологической, так сказать, совершенства, технологического обработки металла, точности недостаточной. То есть до сегодняшнего времени не было такой достаточной точности обработки, а там она очень большая, нужна точность обработки металла, чтобы вот эти вот все спирали согласовать. Они не трутся между собой, но там очень-очень маленький зазор между спиралями. Вот, и только вот эти технологии, которые сейчас уже стали, ну, есть обработки металла, высокоточные такие технологии, они уже позволили создать такой компрессор. Хотя идея была уже, я же говорю, 100 лет назад, она уже была придумана вот этими спиралями.
Вот, ну вот это вот такие преимущества спирального. Вот этот единственный недостаток, это его цена. И поэтому, еще один единственный, не единственный уже, еще один недостаток, это на малую мощность компрессор спиральный вы не найдете. То есть, я вот смотрел недавно даташит и линейку компрессоров для тепловых насосов Copeland. Ну, хорошая такая фирма. Кстати, вот, открыл для себя, что Copeland и Alco, то, что я ТРВ купил, да, Alco или Alco, это, в принципе, одна и та же самая фирма. Вот этого я не знал. Они купили их просто. Emerson, это вся эта группа Emerson, там у них много, оказывается. И это же Copeland и Alco. Вот так вот получается, да. Ага. И что нету в линейке вот этих малой мощности компрессоров. Ну, например, такой, как у меня компрессор, мне нужен, например, 9, я не найду, потому что его нет. Там начинаются компрессора Copeland, спиральники от мощности 1,2 киловатта. От 1,2 киловатта. Это, ну, потребляемой электрической мощности. От 1,2. Если вам надо меньше, вот, то таких компрессоров нет вообще. Ну, может, у других производителей есть, я не знаю, там какие-то. Ну, сейчас уже их все много кто стали делать, там и Hitachi, и Samsung, и Panasonic уже есть спиральники. Может, у них есть, я не знаю, не смотрел. Но вот копландовских нету спиральников меньше по мощности за 1,2 киловатта. Это самый слабенький такой, вот. Ну, в принципе, можно взять и такой. Я тоже над этим думал. Можно взять 1,2, но у него просто будет меньшее количество работы. Он быстрее накачает тепло в теплоаккумулятор и просто быстрее выключится. Но тогда, получается, у него будет большее количество пусков в сутки. Вот. А вот это вот количество пусков, оно тоже не очень хорошо для компрессора. Я уже говорил это в предыдущем видео, что многие производители даже пишут ресурс своих компрессоров не в моточасах наработки, а именно в количестве пусков. Поэтому вот это тоже надо какую-то золотую середину такую найти, чтобы он не так часто и включался. Вот. И по мощности тоже сильно был. Ну, примерно такой надо по мощности. Ну, понятное дело, что там есть какой-то диапазон для расчетов, да, что можно чуть мощнее, чуть слабее. Но если очень слабый компрессор, то он у вас просто не сможет накачать необходимую температуру, он будет работать круглосуточно, это тоже не есть хорошо. А если слишком сильный будет, то он будет очень часто выключаться, просто стартовать, быстро накачивать температуру и выключаться. То есть надо какую-то золотую серединку найти. Вот, ну вот это вот спиральники рассказал. И теперь ротационные компрессора. Ну, тут, конечно, плюсов, вот это самый такой плюс ротационных моих любимых компрессоров. Не то, что я не хочу, не агитирую вас именно за ротационные, чтобы покупать. Я просто привожу информацию. Какие хотите, такие покупайте. Хотите спиральный, хотите. Но ротационный, он просто намного дешевле. Намного дешевле это его самое главное преимущество, что он намного раза в 3, даже больше, наверное, дешевле по той же самой мощности. Плюс у него есть линейки, и ихние линейки, ну, по мощности начинаются от 7. Это кондиционер 7, по-моему, меньше нет. Это 700 ваттный, и то это максимум, что он тянет 700. А так говорят, что он 500 около тянет. Ну, в принципе, мой компрессор 900 ваттный, 9 так называемый, он 900 ватт не тянет. Он у меня даже с насосом перекачивающим, я это тоже в видео показывал, максимум тянет 850-900 ватт. Это максимум. А то и меньше. Это с насосом. А сам он намного меньше тянет. Вот это тоже хорошее преимущество. Там намного шире как бы вот диапазон вот этих мощностей. То есть можно от 7 выбирать и уже там 7, 9, 12, 18, 24 и так далее уже по мощности там они пошли выше. Вот, поэтому если у вас маленький дом, такой как у меня, и вы не хотите там брать компрессор 1,2 киловатта, то есть 12, то
возможно, вам лучше обратить внимание именно на ротационные компрессора. Если у вас дом побольше, вот, и вы там посчитали, что уже 1,2, там 1,5 есть киловатта, ну, начинаются спиральники от 1,2 киловатта, то уже, наверное, было бы, на больший дом уже было бы, наверное, целесообразней, там, от 100-150 квадратов дом уже брать, наверное, спиральник. Вот. Если есть 3 фазы, конечно, лучше трехфазный компрессор, тут даже никаких сомнений нет, ну что трехфазный мотор, как все мы знаем, он намного лучше работает, с большим КПД, эффективнее, и старт у него лучше, мощнее, уверенней, так сказать. Вот. Ну, что еще могу сказать? Ну, вот, по спиральникам я уже вроде все сказал, а по ротационным, вот это вот, да, преимущество, он дешевый. Его, ну, там, даже если он, сука, там отработает, ну, как бы не жалко его, там, сгорит, там, или что-то с ним случится, выпаял, выкинул, другой купил, это, ну, там цена у него смешная, $100, я же говорю, компрессор стоит, это как бы без проблем, даже меньше, чем $100. Вот, без проблем. Ну, естественно, у него меньше коэффициент эффективности, процентов на 20 по сравнению с спиральным. Вот, немного больше вибрация, ну, это такое уже, знаете, не очень значительные такие недостатки, но вот, ресурс, ну, я не знаю, ресурс, если правильно все организовать, правильный подогрев ему сделать, там, пуск, теплый старт, так сказать, вот, то даже ротационный будет работать, я думаю, не меньше, чем этот спиральный, у него будет ресурс, он будет исправно работать, вообще, они очень надежные, эти ротационные, убить его, конечно, защита меньше от жидкаря, попадания жидкого, но тем не менее, я думаю, если организовать ему подогрев, он будет нормально работать и в холод, и очень долго, и надежно. Вот, ну вот такая вот информация по компрессорам. А выбирать уже, конечно, вам, что вам лучше. Вот, я уже сказал, вот, наверное, на большой дом, то там 150-200 квадратов было бы лучше, наверное, спиральник взять, да. Вот, а на меньший, то, наверное, было бы лучше ротационный. Ну, это мое мнение, так сказать. Вам уже решать. Вот, это то, что я знаю по компрессорам. Ну, вот такие вот рассмотрел, потому что другие типы компрессоров не вижу смысла рассматривать, потому что самодельщики их просто не ставят там поршневые или какие-то другого типа. В основном вот эти вот идут спиральные. Еще меня там спрашивали, я там в прошлом видео заикнулся про коэффициент эффективности. Вот, сказал, что он зависит от разности температур конденсации и испарения. Вот. То есть, чем больше эта разница, тем меньший коп, меньший навар, меньший наш выхлоп, меньшая выгода использования нашего теплового насоса. То есть, надо стремиться вот эту разницу как можно сократить, уменьшить эту разницу. Например, у меня примерно 10 градусов в испарителе и 30-35, пускай, конденсация. Ну, это разница примерно 20-25 градусов. Это небольшая разница. Это очень хороший, оптимальный, так сказать, режим работы. Поэтому у меня коэффициент эффективности доходит до 5 и даже больше. Вот, при такой разнице. Чем больше эта разница, ну, например, если взять воздушный тепловой насос или воздушный кондиционер, да, который берет с воздуха, там очень низкие температуры испарения, могут быть там минус 10, минус 15, минус 20. Эта разница у нас увеличивается, например, минус 20 и в конденсаторе испарение минус 20, конденсация там те же плюс 35, да, уже разница получается 55 градусов. Тут уже коп будет намного меньше, ну около 2 где-то так. При минус 15, минус 20, там очень низкий коп. То же самое будет, если мы, например, оставим температуру испарения на тех же 10 градусах, а конденсацию мы хотим там, например, побольше нагреть, там, ну, тоже на градусов 50, там, до 50, 60, плюс в теплоаккумуляторе или в системе отопления. У нас тоже
коэффициент эффективности опустится ниже плинтуса, так сказать, до вот этих вот двух. То есть вот это вот смещение не имеет разницы этого диапазона, там в минус или в плюс смещение, что мы увеличиваем или снижаем. Вот главное вот это вот разница между испарением и конденсацией. То есть чем больше эта разница, тем меньше у нас коп. Тем меньше эта разница. Опять не уложился в 20 минут, выключилась камера. Ладно, продолжим. Так, на чем мы остановились? Испарение мы не можем, в принципе, влиять. Ну как? Ну очень сложно на температуру испарения нам как-то повлиять. Ну что это зависит, так сказать, от внешних факторов, природных, да, от температуры воздуха наружного, если у нас кондиционер или воздушный тепловой насос, от температуры воды в скважине. Ее невозможно поднять, температуру эту. Она какая есть, такая она есть. Температура земли, там, если у нас контур земляной. Но мы можем повлиять на температуру конденсации. Вот чем я и занимаюсь. Ну, уже я, правда, не буду ставить радиаторов, но уже у меня их достаточно. Я поставил еще дополнительных парочку радиаторов. Это мне позволило уменьшить температуру конденсации. Ну, примерно в среднем, ну так, если не очень холодно на улице, там, нормальный это у нас зима, это 0, около 0, ночью минус 5, где-то так. Это нормальная температура у нас зимняя, то мне хватает 30-31 градус держать вот, в теплоаккумуляторе. Вот в среднем так даже падает там, до 28 примерно, 28-27 включается, до 31 докачивает. Этого мне хватает вот так вот поддерживать в доме 18-20 градусов. Если температура уже больше падает, то я уже перенастраиваю там, ну как вот в этом, вот эту вот холодную пятидневку, вот это, чтобы была очень холодная, я ее перенастрою на 35 градусов конденсации. Вот, и этого мне хватило. Так вот, что я хотел сказать, что мы можем повлиять на испарение, мы не можем повлиять температуру, потому что это зависит от внешних факторов, а вот на температуру конденсации мы можем повлиять, потому что, и это получается самые эффективные системы, как я уже говорил, это тепловой насос, работающий на теплые полы, потому что теплым полам за счет их большой площади не нужна высокая температура теплоносителя, вот это вот. Ну, я добавляю радиаторов, потому что у меня не получается уже сделать теплые полы. Дом готовый, как сказать, и тут все это раскурочивать я не хочу. Поэтому я добавляю радиатор. То есть мы можем повлиять на температуру, если на испарение мы не можем повлиять, оно зависит от внешних факторов. Но на температуру конденсации, температуру теплоносителя в нашей системе отопления мы можем повлиять, снизив ее, увеличив площадь теплоотдачи. Ну, я добавляю радиаторов. И таким образом мы опять же уменьшаем вот этот диапазон. То есть, чем меньше этот диапазон, тем больше у нас коэффициент эффективности. И вот к этому надо стремиться всячески, потому что это нам влетает в копеечку, в денежки. А электроэнергия уже подорожала у нас с Нового года. И еще обещают весной, на 1 апреля, вроде бы, кажется, дату точно не скажу, опять поднять цену. Поэтому этот вопрос очень актуальный. Цена электроэнергии и потребление ее этим нашим народным тепловым насосом. Ну ладненько, наверное, на сегодня хватит. Всем до следующих видео. Пишите в комментариях, если что-то непонятно, спрашивайте, может что-то забыл сказать. Все, всем пока.